Доброе утро! Сегодня мы едем дорогой вдоль военной части. То есть с левой стороны от нас полностью идет какая-то военная часть. И эта дорога, она хоть и такая достаточно извилистая, но зато очень-очень спокойная. Она почти по ней никто не ездит. Мы тут идем вдвоем, и никого нет, очень красивая. Вот, а едем мы на каньон. Небольшая дорога будет, где-то час. 3 километра в одну сторону, то есть 6 километров всего, то есть выглядит как даже для детей хорошо. В общем-то, единственное, что по прогнозу там целый день дождь. Ну, на текущий момент все это выглядит просто очень красиво. Будем надеяться, что так и будет. И когда мы приедем, не пойдет дождь. Вот. И еще, если у нас дождь не пойдет, мы еще заедем в один город по дороге. Агулин, по-моему, называется. Там крепость старая, город старый. Тоже не знаю, заедем или нет. Посмотрим. Вот. Вчера были в Загребе. И, в общем-то, как-то впечатлились городом. Ну, что такое, ну? Это город и город. Вот прям есть такие города, которые вот, как, допустим, Будапешт. О, блин, клево. Или Вена. Тоже такая крутой город. А как-то Загреб. Ну, красивый тоже, такой симпатичный. Ну, конечно, да, в Хорватию лучше ехать. А, еще хотели сегодня поехать, есть рядом, если здесь остановитесь, и если не поленитесь, здесь есть национальный парк Уно. И, по сути, это те же Плитвицкие озера, ну, тоже такие дорожки вдоль реки, очень красиво и дешево, и там вроде как нету такого количества людей, так что, ну, это только единственное, что надо будет пройти границу с Боснией. Она там вроде, насколько я знаю, она не сильно загруженная, просто, ну что, да, надо будет пройти границу. Для белорусов 30 дней без визы, после 30 дней нужна виза. Ну, единственное, что будет паспортный, ну, полный контроль, то есть это граница Босния не в шенгенской зоне, поэтому нужно будет туда-обратно проходить границу. Нам лень, поэтому мы не поехали. Хотя место, блин, очень красивое. Я бы очень хотела, если мы когда-нибудь поедем в Боснию, запланируем, в Сербию, Боснию, может быть, когда-нибудь, то да, то обязательно посетим, да? Я тебя снимаю всю дорогу. Да. Обязательно посетим. Сейчас мы едем. Что-то красивое. Это, наверное, Мост. река Карана. Мост очень интересный. А нет, это не река Рана, это какая-то мрежница. Или Карана все-таки. Непонятно. Очень красиво. Вот. Начинается подъем. Ух! Подъемыч будет сейчас. Так, мы приехали в город Агулин. Сейчас немножко разведнелось, перестал идти дождик. Попытаемся немножечко посмотреть его, потому что до этого было так все совсем серо, все неприятно, шел дождь. Фу-фу. Так, мы в Народном музее. Сейчас будем смотреть. Нам дали планшет с аудиогидом. Вход стоит 3 евро с человека. В данном музее собрано довольно много различных экспонатов, связанных с историей и бытом этой страны. Здесь вот здесь видно национальные наряды различные. Ну и как в целом выглядела дом или там, изба. Как сказал нам чел, который нас запускал, здесь будет еще часть, связанная с не только с бытом, но и с войной, которая была в 90-х здесь. О, а это история хорватского альпинизма.
Охренеть. Люди из над 8000 метров. Ребята, которые ходили на 8000 метров. Я как начинающий скалолаз-альпинист, прям очень мне нравится вся вот эта тема. Вот так вот выглядели старинные высотные ботинки. Например, вот. То есть, как бы, те, кто знает, как выглядит современная обувь и снаряжение, поймут, что я имею в виду, но в то время для того, чтобы идти куда-то в гору, приходилось прилагать огромные усилия физические, потому что, ну вот, например, кошки сейчас, они сделаны уже из какого-то композита, они довольно легкие, довольно прочные, вот эти вот штуки, они весят, блин, не знаю, по пару килограмм, наверное, каждая кошечка такая весит. Ничего. Поставили себе вот такие печати на память с бабой-ёжкой и 150 лет. И зал, связанный с войной в Югославии. Ну, вот такой вот здесь мемориал расположен. А вот тут в парке пулеметный ДОТ. Ну или какая-то фортификация. Если вы думали, что мы что-то посетили сегодня в Хорватии, то нет. У нас тут очень залипательная игра. Мы уже почти все мячи расставили, но остался один желтенький. Он не хочет попадать. Так, мы приехали на каньон. Как обычно, Капуха Серега одевается. Сейчас пойдем поедим. И я надеюсь, что мы еще куда-нибудь сходим. Thank you. Specialitet restorana is mushroom soup, goulash game stew of deer with homemade roll of bread and goulash, pig on the grill mushroom soup. Так, сейчас мы зашли в ресторанчик возле начала тропы Каманчик, каньон Каманчи. Это пешеходный небольшой такой маршрут, 3 километра в эту сторону, туда-обратно 6. Очень хорошо будет для детей. Вот. И там, по сути, каньон. Идет деревянные настилы, вы идете по деревянному настилу. Ну и как бы и все. Красиво, речка, водопадики, ущелье. Вот. Доступно займет где-то 1,5 часа. Так, принесли нам гуляш. Юлька накладывает. Oil and salt in sola. Thank you. Ох. А что это такое? Гуляш. А что это, картоха? Это непонятная штука. Что ты столько съешь? Э, Вам так принесли, что ты, если ты все съешь, тебе плохеет. Еще рыбу заказали. Боже, интересно. Эта камера пишет звук, ты запах, не знаешь? Звук пишет, запах пишет ли она? Камень, как это, для температуры. Уж я столько не съем. Съешьте, куда не денешься с подводной лодки. Сколько же осталось у тебя в тарелке? Класс. Ну видишь, это настоящий, вот она, настоящий горный приют. Давай, настоящее какая-то. То, чего мы ожидали столько дней, наконец-таки.
Вот здесь на маршруте нашли такое устройство. Я так подозреваю, что эта хрень отпугивает медведя. То есть насос от матраса, шланг и вот такой прям горн здоровенный. Я так понимаю, что если сейчас на эту штуку нажать, то будет громкий у. Но я пробовать не буду. Это кипячка там такая получается, да? Сейчас увидим. Вот так вот там закончилась или началась. Началась. Ну, это исток, но вот выглядит как будто там хоп и обрезали. Пойдем смотреть? Сегодня у нас день выезда. Сейчас усиленно собираем всякие шмотки и выезжаем в город Макарска. Масак. Она же Макарска, а она же Масака. Здесь у нас лежит Тимофей. Он же Тимофей Сергеевич Колошменев. А здесь у нас лежит собака, имя которую мы не знаем, но она постоянно у нас вот здесь живет, вот так вот. Ну, просто приходит и вот так вот лежит. Вот так вот спит на коврике. Мы ее не кормим, не поем, но она все равно приходит. Еще кот к нам приходит, но сейчас кота нет, он уже куда-то пошел по делам. У нас сегодня день отъезда, как я уже говорил. Тим, пойдем. Пошли в машину. Доброе утро. Мы едем к морю после дождливых дней в горах. Тимофей Тимофеевич едет в море. На море. Над морем. Сегодня суббота. Людей просто... Короче, вот мы были, получается, будние дни, людей вообще не было. Сегодня просто под каждым кустом люди, очень много. Так что да, на Плитвицких озерах, наверное, сейчас вообще аншлаг. Мы проезжали там просто ух. Вот. Что мы будем посещать? Мы планируем посещать Сплит. Мы планируем посетить Покленницу, национальный заповедник. Мы планируем посетить... Еще какие-нибудь города? Глазик. Что еще? Вот. Ну давай, Серега, поделись своими эмоциями от пережитых дней в Хорватии. Вчера, когда... Сейчас такой спойлер. Вчера, когда ехали, Серега такой: домой хочу. Что-то ему Хорватия не зашла. Честно говоря, я не хочу. То есть, опять же, я уже говорил, что сама по себе Хорватия, да, вот именно вот эти, она офигенная, красивая. Здесь много чего интересного. Водопады, всякие там озера, их просто множество. И это очень круто. Но сами хорваты, это прям отдельная история. Я просто сегодня, пока был на заправке, я был, честно говоря, в шоке. Я, честно говоря, думал, что это какой-то театр абсурда. То есть, ну, например, две машины с дыркой бензобака с левой стороны зачем-то стали с правой. И при этом создали очередь для машин с левой стороны. То есть, те машины не едут туда, куда им не надо, но челы, которые были, стоят там, где им не надо.
И это как-то вообще, блин, настолько странно. Потом зашел на заправку, там тоже какие-то, блин, фигни происходят. И так вот происходит последние 4 дня. Постоянно какая-то фигня происходит такая странная. Поэтому я, не знаю, сейчас к Лоре приедем, может быть, там как-то все по-другому, но хз. И еще немножко я в шоке от обслуживания в целом, потому что именно уровень цен, я таких цен я не видел вообще нигде за последнее время. То есть мы были много где в Европе, но такой вот уровень цен я не видел нигде. При этом, что уровень сервиса, я хочу сказать, что, наверное, даже в Беларуси, которая ни хера не Европа, местами там посерьезнее все. То есть, как бы, такое, совсем такое. На такое, и так сойдет. Поэтому, да. Сейчас мы едем в более туристическую часть на море и посмотрим, что будет там. Я надеюсь, что это прям такой супер контраст будет на фоне того, что сейчас мы видели. Но если нет, тогда для меня это будет прямо супер-мега вопрос, почему все там прям, не все, но я знаю несколько человек, которые сказали, что прям Хорватия прям классно. Мнение редакции может не совпадать с мнениями интервьюирующих. Потому что, на самом деле, я не могу сказать, что сервис везде плохой. Мы были вчера, когда ходили на каньон, там был ресторан, и там было прекрасное обслуживание, прекрасная барышня. У нас в ресторане амбар, в котором мы ходим, просто потрясающее обслуживание. То есть, это тоже зависит от места. На Плитвицких озерах там, конечно, высокая, точнее, там нету конкуренции. Там один сувенирный ларек и один такой брыдко-гадко. И все. Поэтому, там ресторан, в котором мы были, ресторане, кстати, там тоже прекрасное было обслуживание. Поэтому, да, то есть мы уже были в Загребе, там по-разному. Но, сказать, что тут прям такое все ужасное, нет, я не согласна. Мне нравится. То есть, да, по-другому, да, не Европа, скажем так, не такая классическая Европа, но, мне очень нравится. Мне очень нравится природа, очень красивые места, то есть своя абсолютно другая какая-то аутентичность, то есть другие люди. Мне нравится. Поехала ли бы я еще раз в отпуск в Хорватию? Пока точно нет. Вот так вот, на текущий момент, если меня сейчас спросить. А я так смотрю, такой мужчина красивый, думаю, надо же заснять. Ладно, не хочет мой мужчина сниматься. Снимать траву и дорогу, и приборку. Больше приборки. Взял меня, перебил. Мысль сбила. Я тут только что пела оду Хорватии. То, что сюда я больше не поеду. Что ты сюда больше не поедешь. Да, но я сейчас поеду к морю, и я не исключаю, что когда мы приедем к морю, я скажу, что это страна моей мечты. И зря мы просто так долго потратили время в горах. Да, кстати, на самом деле, может быть, потому что горы, то есть сказать, что прям вот Хорватия это прям про горы, я так сказать не могу, честно. То есть, например, когда я был в Италии, я могу сказать, да, вот это место прям про горы, мне прям офигенно понравилось. Здесь не знаю. Даже несмотря на то, что погода была, за исключением вчерашнего дня, она была всегда классная, но все равно как-то не создалось у меня впечатление от этого места, что это прям такая история про горы там и так далее. Да, мы когда были в горах, то есть в октябре уже, когда закрыты схрониски, то есть это уже странно. Может, просто нам не повезло, конечно, если бы дошли до следующего, он был бы открыт. В общем, все может быть. Не могу сказать, что мы специалисты по Хорватии. Нет, конечно же, мы просто приехали на 3 дня. Здесь Корея где-то. Смотри, наше Корея. мнение абсолютно не экспертное и абсолютно, может быть, неверное. Так сложилось, вот такое вот, скажем так сложились обстоятельства, что пока оно у нас такое. Вот, посмотрим. Мы сказали то, что сказали, вы услышали то, что услышали. Тимофей, как тебе Хорватия? Молчит. Не хочет быть неполиткорректным. Там открылось, как там красиво сейчас. Не знаю, у меня Тимофей, он разрешает его снимать, он не прячется. Ой, как красиво, да. Так, по дороге
В Макарске у нас возникла некоторая проблемка, там была закрыта дорога, нам пришлось объезжать большим кругом по серпантинам, по всяким. Вот, короче, сейчас мы вот остановились на такую типа парковку, не знаю, парковка, не парковка, что это вообще такое. Я так понимаю, такая видная для технических остановок станция. Тим пытается в каком-то дерьме выкачаться, как обычно. Все. Получить лучшие места в этой жизни. А тут воняет с солями и говном просто ужасно. Так, снова мы прибыли в Макарску. Вокруг нас стоим, ждем человека, который нас должен заселить, вот с таким видом. У нас вот такой вот вид. Горы вот такие. Очень красивые. Там вот очень красивое море. Прям. Пахнет здесь прям. Вот так пахло в Албании, кстати, так пахло. Только отличает то, что в Албании было плюс 40, а здесь плюс 24, поэтому еще максимально, просто максимально комфортно. Пахнет, это запах чистящих средств из отеля, кстати, вот чем пахнет. Ну что, мы наконец-то приехали, заселились в городе Макарска. И вот наш домик. Сейчас проведу такой, типа, рум-турчик. Ссылочку на отель оставим в описании. И потом, я думаю, что можем добавить инфу, рекомендуем или нет. Но пока я вообще просто в восторге. Это прям место для того, чтобы здесь полежать, отдохнуть. То есть вот мы сейчас идем ко входу. Вот там Юлька занимается разбором вещей. Наш вид на море. Наша терраса. С нее вот такой вид. Офигенский. Там теннисный корт. Деревья, а с деревьями уже море. Здесь у нас кухня. Поворачиваем направо. Такая вот комната. И в ней есть свой собственный санузел. Вот такой. Поворачиваем налево. Еще одна комната, тоже наша, полностью в нашем распоряжении. И прямо в комнате вот такая душевая кабина. И умывальник. Вот и как бы все. Так, мы выдвинулись на променад. Рядом с нашим домом находится 6, там, не знаю, 7 или, не знаю, уже бесконечное просто количество, стал считать, теннисных кортов. Здесь очень популярная штука. Тренируются, играют. Даже, походу, здесь какое-то соревнование проходит, потому что слышно, как болельщики кричат. Очень прикольно. Итак, море. На собачий пляж пришли. Сейчас будем смотреть, что за оно. Вот как выглядят пляжи для собак в Хорватии. Вот он. Пляжик для собачек.